Представьте себе огромную дикую территорию, занимающую тысячи квадратных километров, с горными хребтами, извилистыми реками, гейзерами, стреляющими паром в небо и бесконечными пастбищами. Это Йеллоустонский национальный парк в США. Сегодня он известен как уникальное место, куда приезжают тысячи туристов, чтобы ощутить невероятную гармонию флоры и фауны. Но 100 лет назад люди понятия не имели, что, истребив волков в этой местности, они уничтожат целую природную систему. Эта история именно об этом. Вы узнаете, как всего 14 волков изменили судьбу огромной экосистемы, вдохнув в нее новую жизнь, восстановив баланс и принеся миллиарды долларов в местную экономику. Звучит невероятно? Давайте узнаем, как это произошло. В начале 20 века люди в США относились к волкам довольно просто. В них видели опасных хищников и вредителей, которых необходимо искоренить. Государственным охотникам было официально поручено отравить, застрелить или отловить любого встреченного волка. В 1926 году исчезла последняя волчья стая в Йеллоустоне. Люди праздновали, потому что думали, что наконец решили проблему. Но они понятия не имели, что только что удалили важную часть из сложного механизма природы. Сначала все казалось хорошо. Без волков стада лосей разрослись, и туристам нравилось видеть этих крупных животных повсюду. Но на самом деле начались тихие, незамеченные изменения. Потеряв своего главного хищника, лоси уже не были осторожны. Они могли часами пастись на молодых побегах и кустах, особенно вблизи рек и на влажных лугах, где растительность была пышной. Воспринимайте это как вечеринку без родителей, на которой подростки вычищают весь холодильник. Лоси зачистили территорию, не оставив молодым осинам и вам и тополям шансов вырасти. С годами растительность вдоль рек исчезла. Без деревьев берега рек ослабели, почва размылась, вода стала мутнее, реки начали извиваться и разваливаться. Пейзаж медленно ухудшался, хотя на первый взгляд он все еще выглядел красиво. В начале 1990-х годов ученым стало ясно, что Йеллоустон находится в кризисе. Экосистема не могла нормально развиваться. Надо было срочно что-то делать. Многие идеи провалились. Охота на лосей не сильно помогла. Дело было не только в их численности, но и в поведении. У лося не было причин чего-либо бояться. Не было никакой силы, которая заставила бы их изменить свой образ жизни или переехать из одного места в другое. Возникла смелая идея. Почему бы не вернуть волков? Но реинтродуцировать хищников не так просто, как кажется. Местные фермеры волновались. Что будет с нашим скотом? Охотники возмущались. Волки съедят всех лосей, на которых мы охотимся. Ходили даже слухи о суперволках, которых якобы выводили специально для уничтожения лосей, истреблять местную дикую природу. В это трудно поверить, но люди боялись, что правительство планирует что-то ужасное. Несмотря на все протесты, правительство США в 1995 году приняло смелое решение. Привезло в Йеллоустоун 14 канадских волков и выпустило их на волю. Эти волки были тщательно отобраны с учетом их генетики, поведения и охотничьего опыта. Отбирались волки, которые в прошлом не нападали на людей или домашний скот. Волков перевозили в специальных клетках и некоторое время держали в вольерах, чтобы они привыкли к новому дому. Потом их отпустили. То, что последовало за этим, было настоящей драмой в дикой природе. Волки не только не разбежались, но и процветали. Каждая волчья стая имела свой характер и стратегию охоты. Ученые и туристы начали следовать за ними, как за персонажами телесериала. Одной из известных стаек была стая друидов, а ее лидера волка по имени 21М прозвали «Джентльмен». Он поражал всех своим поведением. Хищник не убивал побежденных соперников, усыновлял осиротевших щенков
и был верен лишь одному единственному товарищу. Когда она умерла, 21М перестал есть и в конце концов умер от горя. Подобные истории изменили отношение людей к волкам. Они выступали уже не просто как хищники, а как существа со сложной социальной жизнью. Самые важные изменения начались, когда волки начали охотиться на лосей. Хищники вновь представили то, что ученые называют экологией страха. Лось больше не мог часами стоять на одном месте, не беспокоясь. Им пришлось продолжать двигаться и искать более безопасные места. Результаты были ошеломляющими. Деревья и кусты начали восстанавливаться там, где раньше все пасли лоси. Через несколько лет вдоль рек снова выросли осины, ивы и тополя. Сильные корни этих деревьев укрепили берега и сделали реки чище, прямее и устойчивее. Эти изменения коснулись не только растений, но и других животных. Когда деревья вернулись и бобры. Раньше в парке была всего одна бобровая колония. После возвращения волков количество колоний быстро росло. Сегодня их так много, что ученые затрудняются их подсчитать. Бобры строят плотины, создавая небольшие пруды, замедляющие течение воды. Эти новые водно-болотные угодья стали домом для многих других существ – лягушек, уток, рыб, выдр. Вода стала чище, а почва крепче. Бобры чупутся инженеры природы, а волки вызвали каскад позитивных изменений благодаря своей косвенной реинтродукции. Медведи-гризли также получили пользу от волков. После успешной охоты волки оставляют после себя останки своей добычи. Эти остатки котатоко – хорошая закуска для медведей. Но это еще не все. Благодаря вернувшимся кустам ягоды снова начали расти, обеспечив гризли важным источником пищи в конце лета. Таким образом, волки помогли медведям пережить трудные времена. Но не все от этого выиграли. Койоты, ранее занимавшие вершину пирамиды хищников среднего размера, столкнулись с сильной конкуренцией со стороны волков. Их число сократилось вдвое. Однако в конечном итоге это оказалось полезным для экосистемы. Мелкие млекопитающие, такие как мыши и полевки, начали процветать, потому что койотов стало меньше. Это означало больше еды для сов, ястребов, лисиц, ласк и многих других. Природа вновь нашла сложный, но гармоничный баланс. Одним из самых удивительных аспектов этой истории являются экономические последствия возвращения волков. Исследователи подсчитали, что туристы, которые посещают Йеллоустон только для того, чтобы увидеть волков, ежегодно приносят местным общинам около 35 миллионов долларов. Но экономические выгоды выходят за рамки туризма. Здоровые леса активно поглощают углекислый газ, помогая смягчить последствия изменения климата. Глобальная выгода стоимостью в миллиарды. Стабилизированные берега рек снижают затраты на ремонт дорог и мостов, поскольку они больше не подвергаются эрозии водой. Более чистая вода означает меньшие затраты на фильтрацию. Некоторые исследования утверждают, что все эти преимущества в совокупности могут сэкономить ошеломляющие 100 миллиардов долларов. Однако реинтродукция волков также принесла с собой проблемы. Волки не признают границ парка. Если они покинут парк, они рискуют быть застреленными охотниками или фермерами. Так погибла легендарная волчица 06832F, известная во всем мире. Ее смерть вызвала международное возмущение. Несмотря на такие потери, волки продолжают адаптироваться. Стаи устойчивы, теряют лидеров, но продолжают находить новых. Жизнь продолжается, и мы узнаем все больше и больше о сложных связях между различными видами в природе. Сегодня в экосистеме Большого Йеллоустона насчитывается несколько сотен волков. Они стали местными легендами и важной частью истории парка. Посмотреть на них приезжают туристы со всего мира. Более того, успех этого эксперимента вдохновил другие страны. В Европу волки,
когда-то почти вымершие, начинают возвращаться естественным путем. Ученые используют опыт Йеллоустона, чтобы лучше управлять этим процессом. В Шотландии ведутся дискуссии о возвращении волков для контроля над популяциями оленей. В Италии, Франции и Германии волки возвращаются сами по себе, и общество снова учится с ними сосуществовать. Экологи в Китае также смотрят на пример Йеллоустона и думают, как они могут улучшить свои собственные запасы. Эта история не только о волках. Это урок того, как устроена природа. Мы склонны полагать, что мы можем постепенно исправить природу. Поохотиться здесь еще на несколько оленей, там посадить еще несколько деревьев. Но лучший способ — восстановить ключевой элемент, который скрепляет всю систему. В случае с Йеллоустоуном ключевым элементом были волки. Они стали спусковым крючком масштабных изменений, которые каскадно подействовали на всю экосистему, от лося до бобра, от березы до медведя, от рек до грунтовых вод. Интересно, что ученые все еще открывают новые преимущества возвращения волков. Некоторые исследования показывают, что волки косвенно влияют на климат парка, влияя на распределение подземного тепла за счет восстанавливающихся почв и растительности. Другие изучают, как волки влияют на распространение болезней среди диких животных, уничтожая слабых и больных особей, тем самым улучшая здоровье всей популяции. Чем больше мы исследуем, тем глубже обнаруживаем связи в животном мире. В конечном итоге 14 канадских волков, выпущенных в 1995 году, показали нам нечто невероятное. Даже один маленький шаг может кардинально изменить судьбу огромной территории. Они показали, что природа может исцелить себя, если дать ей шанс. Вместо того, чтобы пытаться контролировать все сразу, иногда нам нужно вернуть дирижера оркестра. В Йеллоустоне это были волки. Представьте себе сцену. Рано утром над травой лежит легкий туман. Вдалеке раздается вой стаи волков. Лоси начинают нервничать и избегают слишком долго оставаться возле реки. Бобры грызут древесину и строят прочные плотины. Ивы и осины шуршат листьями, защищая берега рек от эрозии. Медведи лениво бродят, зная, что найдут что-нибудь поесть, а лисы крадутся по траве в поисках мышей. Над пейзажем летают утки, и даже реки, кажется, дышат легче, становясь чище и ровнее. Все это результат возвращения волков. Эта история вдохновила не только экологов и ученых, но и простых людей. Это напоминает нам, что все виды в природе связаны невидимыми нитями. Если вы удалите важный вид, вся система рухнет. Если вы вернете их обратно, природа начнет исцелять себя. Да, не всегда дела идут гладко. Происходят конфликты с местными жителями, гибнут легендарные животные, возникают жаркие споры. Но общая картина показывает, что волки принесли гораздо больше добра, чем зла. Если вы когда-нибудь посетите Йеллоустон, посмотрите на эти обширные долины, на стаи волков, которые ловко прячутся в тени лесов, на стремительные реки, несущие свои воды через зеленые берега. Помните, что за этой красотой скрывается сложная история того, как люди нарушили, а затем восстановили экологический баланс. И помните, как в 1995 году всего 14 волков инициировали огромные перемены, а вместе с ними и доказал, что природа — это не просто сумма частей, а единый организм, который может меняться и обновляться, если мы не встанем у него на пути. Так что эта история — не научная сказка, а реальность, подкрепленная обширными исследованиями. Ученые, экономисты и защитники природы согласны. Волки вдохнули новую жизнь в Йеллоустоун и восстановили дикие ритмы и правила. Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет, что один маленький шаг не может изменить ситуацию, вспомните этих 14 волков, которые изменили судьбу всей экосистемы и дали нам надежду и понимание силы природных процессов.